Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Я нарезала ленточек из ткани шириной 3 сантиметра и длиной где-то в районе 45 сантиметров бежевого цвета, и вот таких вот зелененьких нарезала. Я их буду сшивать по очереди между собой, вот поочередно, бежевые и зеленые в единое полотно. Припуски буду делать на ширину лапки. Кто хоть раз сшивал полоски между собой, знает, что с одной стороны это дело не хитрое, а с другой стороны достаточно долгое и такое вот, монотонное. Вот. Но если у вас ткань есть с равной ширины полосками, то вообще можно этим не заниматься, но у меня нету. Я соединила все свои полосочки, и в результате у меня получилось полотно 45 на 48 сантиметров размером. И что я буду делать дальше? Я беру вот где соединение вот зеленой и бежевой полоски, нахожу серединку, вот так вот примерно я нахожу серединку. То есть я вот складываю пополам, они же у меня одинакового размера полоски, и скалываю вот на этой серединке булавочкой. И так вот по всей полоске я прохожусь, нахожу середину. Получается, тут серединка и тут серединка. И так по всему вот этому сгибу. Вообще, наверное, я думаю, что лучше это делать не с булавками, а просто сметать. Будет гораздо удобнее. Это я и сделаю. Я хочу сказать, что наметывать практически по количеству времени, затраченному на наметывание, практически не отличается от скалывания булавками, но с наметкой потом гораздо удобнее шить будет. Не надо волноваться, булавки эти вытаскивать. В принципе, несколько минут и готово. 2-3 минуты. Я полностью прометала эту складочку. И теперь иду на машинку. Вот так вот складываю по наметке. Так, чтобы мне было шить удобнее. И строчу прямой строчкой по наметке. Вот видно, отстрочку я прострочила. Вот с этой стороны светлые нитки, с этой стороны я взяла темно-зеленые нитки. И делаю следующую складку со следующей парой зеленой и бежевой. Точно так же я нахожу серединки своих сторон и по этим серединкам сметываю складку. Когда я строчу на машинке, я складываю все свое полотно, чтобы вот это вот только моя складка, которую я строчу, была вот справа. Вся остальная часть и вот эти вот готовые складочки и не готовые еще просто полосочки, они все у меня оказываются слева. И надо следить, конечно, чтобы вот не попадало под раздачу, как говорится, не попадало в шов все, что слева, что не должно попасть. Ну вот если вы так сложите, то в принципе ничего и не попадет. В начале и в конце своей строчки делаю закрепочки и просто по прямой строчу. Короче, девочки, посметывала, и это мне надоело. И уже последнюю складку я не сметывала. А что я сделала? Я вот так вот сложила, как мне надо будет, как я шить буду. И сколола булавками, но не как я вначале скалывала вдоль, а сколола поперек строчки. Вот так. Так и булавок мне меньше нужно вкалывать. И строчка у меня пойдет поперек булавок. Ну, вообще даже как бы многие и строчат, и не вытаскивают булавочки эти во время строчки, если они ровно перпендикулярно. Как бы считается, что иголка с них соскальзывает, проскакивает их. Но я все-таки убираю. Как-то мне страшно за машинку. Вот. А теперь я же все равно сметываю на глазок. Но здесь трудно ошибиться. Серединка вот здесь вот прямо видно. Даже если у меня прям вот полмиллиметра от серединки я уклонюсь, то это ничего страшного. Вот. А теперь вот у меня эта сторона здесь, эта сторона здесь. И я так же, как и раньше по наметке, только без наметки прострочу вот посерединке своей полоски. Так-то дело всяко побыстрее пойдет, чем наметывать.
Но я, как всегда, хотела напомнить, не забыть подписаться тем, кто не подписан. А если вы подписаны и смотрите в YouTube, жмите колокольчик справа от кнопки «Подписаться». Тогда вам будут приходить уведомления о моих новых видео, и вы не пропустите ничего полезного или интересного. У меня получается, что края лапки, они прямо по краям моей полоски. То есть иголка ровно посередине получается. Я зашила все свои складки, и вот такое вот у меня получилось полотно. Все зеленые складочки внутри, а сверху только бежевые. Размером это полотно получилось 46 на 23 сантиметра. И страчено было 15 зеленых полосочек и 16 бежевых, но в конце я вот сюда вот пришила еще одну бежевую, чтобы у меня был такой запас, куда можно будет пришить. Если здесь совсем хвостик маленький останется, неудобно будет пришивать, поэтому я еще одну полоску 3-сантиметровую вот здесь вот сверху пришила. Что я буду делать дальше? Я хочу, чтобы получилась елочка. Я уже делала однажды вот такой вот с волнами, с такими. Я сейчас покажу. Весной я делала такую сумку для отпуска. И здесь тоже я делала волны и вот застрачивала их. Ну, во-первых, здесь они были побольше. Между ними были цветные полоски широкие. И я застрачивала вот вертикально, перпендикулярно волнам. А здесь я хочу сделать елочку. И я никогда такого не делала. Вот. И я думаю, что я буду вот так вот наискосок строчить, чтобы потом у меня получилась елочка. Я сейчас отмечу серединку 46 на 2, 23. Вот здесь середина. И я вот так вот розовым мелочком, чтобы мне ее хоть как-то было видно. Вот. И теперь от серединки я, наверное, отступлю. Ну, вот так, наверное. То же самое с этой стороны мне надо. Здесь у меня от линии 3 сантиметра. Я отмечаю здесь вот тоже 3 сантиметра. И точно так же, но уже вот от этой отмеченной точки провожу в эту сторону. Под тем же углом. И вот так вот я буду строчить, застрачивать. И эту сторону я поярче сейчас нарисую, чтобы было хоть видно. Хоть что-то видно, хоть что-то. Я не хочу вот зеленым этим маркером смывающимся, а тот, который исчезает, у меня уже исчез совсем. Значит, сейчас я прострочу вот так вот мою будущую елку. Ну, не выйдет ничего, если, то распарю. Когда строчу, я немножко вот прям пальцами прижимаю складки и пододвигаю их вперед к лапке, потому что иначе они растягнутся и некрасиво будет застрочено. Боковые я прострочила линии, а теперь я буду строчить в обратную сторону, но сначала мне надо закрепить вот эти свои зеленые складки. Я их подворачиваю и вот французскими булавочками скалываю и закрепляю, чтобы потом мне вот строчить в направлении нужном. Вот так вот я сколола, оно, конечно, похоже на елку, но хочется, чтобы было больше похоже. И я думаю, что мне нужно вот так вот тоже наискосок делать 2 линии. В этом случае, вот смотрите, если я вот так вот прижму, вот, тогда видно будет, что это елка. Сейчас я здесь тоже немножечко приколю. Короче, я сколола. Здесь вот у меня по 2 булавки. Здесь я буду строчить вот так вот. А вот отсюда я, наверное, просто сделаю одну строчку прямую. Здесь уже будет все равно видно, что это елка. Какие красивые, как игрушки на елке, от головки от булавок. Так, ну сейчас попробую. Что получится, не знаю, но надеюсь, получится классно. Решила еще мыльцем нарисовать линии, по которым буду строчить. Здесь надо быть очень внимательным, потому что булавки не под прямым углом к строчке, поэтому надо, чтобы иголка не попала на булавки. И плюс немножечко сдвигаются вот сами эти складки, и надо их поправлять, вот, чтобы все-таки это ровно было застрочено. Ну вот в результате вот такая елочка у меня получилась. Мне кажется, что она получилась.
Вот здесь я, наверное, по бокам ничего уже не буду делать. Я думала, что ну что-нибудь еще тут вот с этих боков там еще елочки. Но, наверное, не буду. Застрочу вот просто ровно вот так вот. Теперь из вот этого полотна буду к нему добавлять еще и делать наволочку. Результат я вам покажу. Ну вот, доделала я свою наволочку. Она у меня компаньон к предыдущей моей наволочке. Вот так это выглядит. Здесь я звезду и стебель елки сделала аппликацию. Не знаю, то ли елка кривая, то ли звезда. Ну, короче, но все равно смотрится прикольно. Мне нравится. Конечно, не самая легкая была работа у меня. С растрепышем гораздо быстрее у меня все получилось. Здесь, конечно, пришлось посшивать, но оно того стоило. Смотрите, как здорово получилось. И еще одна новогодняя наволочка у меня теперь есть. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите свои комментарии. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.